Всем добрый день, мы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня, смотрите, такой вот простой узор. Он связан в два цвета, чтобы контраст был. И именно этот контраст играет важную роль. Симпатично так смотрится. Вяжется очень просто, и этот узор двухсторонний. Он с двух сторон красиво смотрится. И с одной стороны, простите, и с другой стороны. Классно. Предлагаю посмотреть, попробовать связать образец и подумать, куда можно применить такой простой, но красивый узор. Разберем сегодня очень простой узор, двухцветный. Подписчица прислала его для того, чтобы я помогла разобраться, а он на самом деле прям простенький и симпатичный. 4 воздушные петли и столбик с накидом. Начинаю с моих любимых колечек. 1, 2, 3, 4. Узор достаточно симпатичный. Я надеюсь, что он нам пригодится. 1, 2, 3, 4. Причем очень-очень простой. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Две воздушные петли подъема. И привязываем второй цвет. У меня вот такая пряжа контрастная, чтобы было хорошо видно на контрасте пряжу. Привязываем к крючку и вводим в белую ниточку. Все, белую ниточку забыли, оставили. И в наше колечко вот сюда вяжем 1 столбик с одним накидом, 2, 3. И продолжаем. Следующее колечко. Опять 3 столбика. Вот так все просто. 1, 2, 3. И еще 1, 2, 3. Просто-напросто в каждое колечко мы провязываем коричневой нитью 3 столбика с одним накидом. Довязываем до конца. 2, 3. И в последнюю петельку столбик с одним накидом. Вот. Что должно получиться? Довязали, ниточку вытянули, чтобы не потерять ее. И теперь вяжем опять белым цветом. Белая ниточка у нас. Провязали 1, 2, 3, 4 воздушные петли, разворачиваемся и между 3 столбиками вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, и в самое начало возвращаемся. Такой вот у нас будет столбик с одним накидом. И опять сначала вяжем за 3 столбиками, воздушная петля, потом в самое начало возвращаемся. Вот такой способ вязания. Провязали. Вот такой получается у нас такое перекрещивание симпатичное достаточно. Для этого и нужен контрастный цвет, чтобы было понимание. Во-первых, это будет красиво, воздушная петелька. Теперь, чтобы вот эта вот наша петелька не распустилась, я предлагаю сделать узелок и уже дальше вязать, довязывать. Между
У нас один же столбик. Вот в это пространство вяжем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом наискосок. И за коричневую петельку столбик с накидом за коричневую ниточку. Завершили вязание, и теперь у нас коричневая ниточка идет. Меняем ее в самом конце. 1, 2, 2 воздушные петли подъема. Теперь у нас коричневая ниточка. И мы вяжем с самого начала. Смотрите, вот там, где у нас в перекрестии была одна воздушная петля, мы вяжем 1, 2 и 3. Ну, то есть вот так все просто, да? Вот, и опять смотрим, где у нас воздушная петелька была. Прям столбик над столбиком вяжем. 3. И вот опять между. Вот такое вязание, казалось бы, да? Проще не придумаешь. А чередование именно контрастных ниток вот такой дает нам симпатичный результат. Причем узор двухсторонний. Он симпатично смотрится со всех сторон. Один, два, три. И в белую ниточку коричневую нам. И нужно обязательно здесь узелок делать, чтобы не распустить. Вот, пожалуйста, да, вот такой, казалось бы, ну прям сверхпростой узор. Сверхпростой. И в то же время достаточно симпатичный в белый цвет. Ниточку, в коричневый цвет ниточку вкалываем. Провязываем 1, 2, 3, 4. И опять продолжаем, да? Перекрестили. Воздушная петля в самое начало. Опять впереди провязали. Воздушная петля. Назад вернулись. Перед 3 столбиками воздушная петля, вернулись. То есть один белый ряд мы вяжем вот таким странным способом. Так, коричневая ниточка случайно распустилась. А коричневым цветом мы вяжем просто по 3 столбика в каждом ряду, в каждую петельку белую. Так все вот просто. Я бы, конечно, рекомендовала вот так каждый рядок все-таки, чтобы не распускать, чтобы узор не распускался, провязывать. И продолжаем. Перед 3 столбиками воздушная петля. Теперь за вернулись. Перед воздушная петля, вернулись. И провязали там, где у нас коричневая ниточка, белым цветом. Вот. Белый цвет мы с вами до конца не довязываем, а подхватываем коричневый. 1, 2, 2 воздушные петли. И начинаем вязать. Вот прям видно, там, где у нас одна воздушная петля, вот она, мы ее провязываем. Все просто. Как правило, все узоры простые. Они красиво смотрятся и необычно. Вот такое чередование двух цветов. Причем коричневый прям вяжется вообще просто. 3 столбика. Мне кажется, этот узор хорошо подойдет в жилеты, кто любит вязать
в два цвета. Или, может быть, знаете, когда пряжи мало, и в два цвета связать, чтобы пряжа оставалась, чтобы хватило. Мне кажется, очень достойный узор. Как вам кажется? Пишите в комментариях. Мне узор понравился, я решила его разобрать, как меня просила моя подписчица. Смотрите, как красиво получается. Оно как-то не затейливое, в то же время непонятно и симпатично смотрится. Вот. И меняем на белый цвет. Раз, два, три, четыре. Забегаем через 3 столбика, воздушная петля, и возвращаемся обратно. Опять забегаем за 3 столбика, воздушная петля, и возвращаемся обратно. Вот так вот симпатично. Я думаю, вам тоже узор понравится. Обязательно пишите в комментариях, куда его можно применить. Его, кстати говоря, можно плед связать, да, такими вот простыми узорчиками. Мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже узор понравился. Тем более, что он вяжется невероятно просто. Прям очень-очень просто. И так красиво смотрится. Я думаю, что имеет место быть. Правда же? В нашем вязании, чтобы у нас был такой узорчик. Попробую сейчас петлю не закрывать, а просто провязать. Вот сейчас будем коричневый цвет менять. Вот, просто вот так вот 1-2 провязать, и уже коричневой ниточкой будем вязать. Надеюсь, видео мастер-класс вам понравился. Он достаточно понятный, простой, четкий, очень легко запоминается. Пишите в комментариях, куда можно его применить, и подумаем, да, над этим вопросом. Узорчик симпатичный. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Это очень-очень важно. Все ролики, которые выходят на Яндекс.Дзен, они обязательно выходят на YouTube, только немножко чуть позже. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-класс вместе со мной. До новых встреч!